Что делать, когда на работе стрессовая ситуация, а голову нужно сохранять холодной? В такие моменты я использую технику, которая называется четырехступенчатое дыхание или дыхание в 4 направления. Однажды у нас случилась ситуация, что утром мне звонит программист и говорит, что обвалился сервер. От меня требуется мгновенная реакция в этой ситуации. Я понимаю, что у нас потоки начинают останавливаться по всей Европе, в разных странах, на разных локациях. Бизнес пока не заметил, но мне сейчас начнут поступать звонки, e-mail, эскаляции и прочие радости. Я понимаю, что у меня поднимается стресс, я не понимаю, за что хвататься. Я заставляю себя сделать эту технику, и после 30 секунд у меня четкое понимание восстановления сервера, кому звонить, как сделать. Через примерно минут 7 все было сделано, все было нормально. Бизнес этого не заметил, потому что данные потом подцепились и обработались просто с небольшой задержкой. Была возможность сохранить голову холодной. Это очень простая техника, которая занимает меньше 1 минуты, но у нее замечательный результат. На первом дыхании мы закрываем глаза и просто смотрим внутрь себя. Вдыхаем глубоко и выдыхаем. На втором дыхании мы смотрим на любую точку на уровне вытянутой руки. Это может быть мышка, это может быть кружка, это может быть что угодно. Мы вдыхаем и выдыхаем. Очень важно, что на период одного дыхания мы фокусируем взгляд только на этом объекте. Это безумно скучно нашему мозгу, но мы заставляем себя только смотреть на эту абсолютно скучную чашку. Это Пикассо. Дальше. Третье дыхание. Мы смотрим на любой объект внутри нашего помещения. Это может быть окно или цветок, все что угодно. Самое главное, мы смотрим и фокусируемся на вдохе и выдохе только на один предмет. На четвертом вдохе и выдохе мы смотрим на самую отдаленную точку, которую мы только можем найти. Например, у меня за окном есть какие-то красивые листики или облачка. Вдыхаем и выдыхаем. Опять смотрим только на один объект. И делаем 4 дыхания в обратном направлении. Что-то очень далекое, что-то в районе нашей комнаты, в районе вытянутой руки. И смотрим внутрь себя. Что происходит за это время? Пока мы дышим спокойно и глубоко и заставляем наш мозг не скакать, как сумасшедшая лошадь по задачам рабочим, а мы заставляем смотреть его на абсолютно неинтересные для него скучные предметы, мы его берем под контроль. В этот момент мы его немножечко успокаиваем, и после этого у нас более холодный ум, и мы уже можем действительно фокусироваться на каких-то серьезных проблемных ситуациях, которые происходят на данный момент. Чего я вам регулярно желаю, потому что наше внутреннее состояние психологическое намного важнее любых наших достижений по работе и любых стрессов, потому что мы у себя одни, и мы себе нужны здоровые и физически, и психологически. Удачи!